Идем. О, есть. Оторвались. По-крупному параплан состоит из купола, строп и свободных концов. У купола параплана две оболочки – верхняя и нижняя. Вертикальные перегородки между ними называются нервюрами. Отверстия в передней кромке крыла – воздухозаборники, через них купол наполняется воздухом. Обычно у параплана бывает 4 ряда основных строп. Именно они держат вес пилота. Самая тонкая из строп выдерживает 100 кг на разрыв. Передний по полету ряд строп, ближний к воздухозаборникам, принято называть А-ряд. Остальные обозначают Б, С и Д соответственно. Каждый ряд строп через карабинчики-коннекторы снизу собираются на свой ряд свободных концов. Передний ряд обычно помечают красным цветом. Те стропы, которые идут к задней кромке крыла, это управляющие стропы. Снизу с каждой стороны эти стропы заканчиваются ручкой-петлей, ее принято называть клевантой. Кстати, если не вдаваться в детали, управлять парапланом в полете очень просто. Какую клеванту тянешь, в ту сторону и поворачивает. Чтобы летать, еще нужна подвесная система. Для удобства летания у подвесной системы есть сиденье со спинкой, а чтобы на лету из нее не выпасть, есть несколько ремней с пряжками и регулировками. Сначала одеваем подвесную систему на плечи как рюкзак. Застегиваем ножные обхваты. Затянуть их надо плотно, но чтобы не мешали ходить и разбегаться на старте. Потом застегиваем грудную перемычку и затягиваем ее. Стандартное расстояние между основными карабинами считается 42 см. Плечевые ремни должны немного давить на плечи пилоту, когда он стоит ровно, тогда в полете станет в самый раз. А спинные обхваты лучше регулировать в полетном положении. Их длина подбирается так, чтобы в полете было удобно спине и чтобы перед посадкой легко перейти из сидячего положения в бегущее. Первое, чему должен научиться начинающий пилот, это уверенно поднимать свое крыло и удерживать его в таком положении. Вообще-то современный хороший параплан поднять очень легко. Достаточно начать двигаться против ветра, и крыло само сделает все, что нужно. Однако двигаться приходится весьма решительно и упираться довольно сильно. Намного легче и надежнее поднять крыло, если, начав двигаться, вовремя и в меру потянуть за передние ряды свободных концов. Смысл этого действия в том, чтобы немного наклонить вниз переднюю кромку крыла и тем самым уменьшить угол его атаки.
Главная тонкость в освоении техники подъема крыла – это прочувствовать, что такое вовремя и что такое в меру. Теперь про подъем крыла с самого начала и по порядку. В штиль и в слабый ветер крыло поднимают прямым стартом. Если скорость ветра метра 3-4 или больше, то лучше поднимать крыло обратным стартом. Собравшись поднять свое крыло, прицельтесь разбегаться строго против ветра. Купол при этом должен лежать на подветренной стороне, с тропами кверху, симметрично относительно направления ветра и старта. Особенно хорошо, если купол лежит полукругом, передний ряд строп слегка натянут, а воздухозаборники приподняты и образуют вот такую вот стенку. Сначала смотрим прямой старт. Энергично тянем крыло всем телом, и как только оно наполнилось, стропы натянулись, вытягиваем передний ряд сантиметров на 5-10. Если крыло поднимается слишком быстро, оно может с разгона пролететь вперед, обогнать пилота и там свернуться. Чтобы этого не случилось, придерживаем управлением. Посмотрите еще раз в замедленном темпе. Шаг вперед. Стропы натянулись, сразу же тянем за передний ряд для облегчения подъема. Крыло поднялось, отпускаем передний ряд, придерживаем клевантами. Обратным стартом все точно так же. Опережающее движение телом, сразу же тянем передний ряд и придерживаем управлением. Ну и еще раз в замедленном темпе. Нагружаем телом, тянем передний ряд, крыло поднялось, отпускаем передний ряд, придерживаем управление для профилактики заскакивания за голову. В полете пилот под своим крылом похож на груз маятника. Если возникает крен, система сама вернется в нормальное положение и без участия пилота. Но если пилот на старте неровно поднял крыло, то крен сам собой не выправится. Техника борьбы с креном такая. Не пытайтесь сопротивляться крылу. Наоборот, смещайтесь под него и продолжайте двигаться против ветра. Одновременно тяните противоположную клеванту. Смотрите в действии. Правый крен. Пилот смещается вправо и вперед. Одновременно тянет левую клеванту. Крыло вернулось в нормальное положение. То же самое покрупнее, чтобы лучше разглядеть действия пилота. Смещается под крыло и вперед и тянет противоположную клеванту. Маленький крен исправить легко. Шаг в сторону крена, чуть придержать управлением с обратной стороны, и купол стоит ровно. Чем больше крен допустил пилот, тем более решительные и точные действия потребуются для исправления. Вот такие. При обратном старте правильные действия такие же. Сместиться в сторону крена и против ветра, и с противоположной стороны потянуть управление. Посмотрите еще раз на борьбу с креном после не очень удачного подъема крыла. Правый крен. Продолжаю разбег, смещаюсь вправо и тяну левую клеванту. Немного перестарался, но все равно получилось. Сейчас мы будем взлетать и набирать высоту с помощью буксировочной лебедки. Сначала выпускающий инструктор проверит готовность пилота и правильность всего, прицепит буксировочный трос и доложит оператору лебедки о готовности пилота к взлету. Правильные действия пилота на взлете такие: упереться ногами и выждать, пока оператор выберет слабину троса и даст немного тяги, поднять крыло, полностью отпустить управление и разбегаться с поднятыми руками до отрыва от земли и немного после отрыва. Если на разбеге набрана хорошая скорость, быстрее бежать уже не хочется, а отрыв от земли сам собой не происходит, то можно и нужно немного и плавно затянуть обе клеванты на 10-15 см. После отрыва и набора нескольких метров высоты их лучше отпустить. При старте со склона или с мотором правильные действия такие же.
разбежаться с поднятыми руками и, набрав скорость, слегка придавить управление для отрыва. Как только пилот оторвался от земли и начал набирать высоту, его главная задача – держать направление строго на лебедку, не допускать крена и скольжения крыла. То же самое другими словами. При наборе высоты передняя кромка крыла всегда должна быть перпендикулярна тросу. Но здесь есть важный нюанс. Набирая высоту на буксире, пилот всегда видит горизонт в нормальном положении, независимо от крена и скольжения крыла. На буксире почувствовать, что крыло накренилось и уже летит в сторону, практически невозможно. Это можно только увидеть. Поэтому, набирая высоту, надо постоянно контролировать положение купола именно визуально. Каждые несколько секунд посмотреть вверх на купол, посмотреть на трос, подрулить. И так в течение всего набора высоты. Держать курс параплана ровно на лебедку. Для этого контролировать положение параплана, положение троса, поднимая, опуская голову. Чтобы отцепиться от троса, надо взять обе клеванты в одну руку и освободившейся рукой дернуть ручки отцепки. Убедиться, что конец троса с парашютиком улетел вниз, и взять нормальное управление. После этого можно приступить к выполнению полетного задания. Очень желательно, чтобы перед отцепкой оператор сбавил тягу. Если оператор считает, что пилот уже набрал достаточно высоты и пора отцепляться, он уменьшает тягу, и пилот это чувствует по провисанию троса и изменению положения купола. А когда вы хотите отцепиться, дайте знак оператору, помашите ногами из стороны в сторону. Оператор увидит и плавно за 2-3 секунды уменьшит тягу. Управлять парапланом очень просто. Тянешь за правую клеванту, поворачивает направо. Тянешь за левую, поворачивает налево. Чтобы сделать медленный плавный поворот блинчиком, этого вполне достаточно. Но если вы хотите развернуться быстро и при этом потерять поменьше высоты, кроме действий клевантами, надо переносить свой вес в подвеске в сторону поворота. Юрка, блин! Человек стартует, а ты поперек курса! Эффект от переноса веса возникает, когда деформируется купол параплана. Чтобы поворот получился аккуратный, без скольжения, лучше сначала переносить вес, а уже потом тянуть клеванту. Отдельно надо сказать про управление во время затяжки. При буксировке нагрузки на управляющих стропах увеличиваются. Управляемость параплана ухудшается, а допустимый ход управления уменьшается по сравнению со свободным полетом. Поэтому при буксировке особенно полезно помогать управлению смещением веса. Смещение веса чрезмерным не бывает, навредить оно не может, а чрезмерное затягивание управления может привести к потере скорости и к сваливанию крыла. Садиться надо строго против ветра. На высоте 10-15 метров прекратить всякое маневрирование, руки вверху, дать крылу разогнаться.
Чем больше скорость перед посадкой, тем лучше можно затормозить. Когда до земли останется полметра-метр, решительно и до конца затянуть обе стропы управления. Этот маневр называется подрыв. Чем сильнее встречный ветер, тем на меньшей высоте и мягче надо делать этот подрыв. В слабый ветер подрыв надо делать резче и начинать его повыше. Ну вот, курс молодого бойца позади. Осталось сдать зачет по наземной подготовке и в первый полет. Зачет это просто. На зачете надо показать умение уверенно поднять крыло, подержать его в таком положении, развернуться, еще подержать, развернуться обратно и аккуратно положить на землю. Так, сосредоточились. Что нужно обязательно помнить на взлете, при наборе высоты и на посадке? На взлете немного упираемся, пока оператор слабину выбирает. Поднимаем крыло, разбегаемся и немного управления придавливаем, чтобы оторваться. Набор высоты. Главное все время рулить строго на лебедку. Посмотрел на крыло, посмотрел на трос, подрулил. Набрали высоту по моей команде. Дергаем отцепку, смотрим, чтобы парашютик ушел. Посадка. Заходим строго против ветра, руки вверху. Останется полметра-метр высоты, плавно затягиваем управление до упора. Все. Если чего сильно не так будешь делать, я по радио подскажу. Готов? Да. Ну тогда поехали. Так, Коля, у нас на старте начинающий пилот. Пилот тяжелый, на большом синем блюзе. Пилот готов. Право шагай.